Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости, подписчики моего канала. Приглашаю вас на вязание очень теплой шапки с пышной резинкой. Эта шапка связана полупатентной резинкой, и она двусторонняя. Вот так она выглядит с одной стороны. Можно ее вывернуть, и здесь резинка пышная выглядит чуть иначе. Можно шапку носить с двух сторон. Заметьте, что отворот совпадает с основным узором шапки, и отворот получается фиксированный. Как связать таким образом шапку, в этом видео буду подробно рассказывать. На самом деле вязание этой шапки очень простое. Она простая. Здесь выполнена простая макушка, вот собрана как тыковка макушка. И может вязать даже тот, кто только учится вязать спицами. Вязала я шапку из пуха норки. Потребовалось мне 2 мотка пуха норки, но вязала я в 4 нити и 2 дополнительные ниточки. У меня ушло буквально впритык на эту шапочку 56 размера. Но если вы захотите шапочку связать с макушечкой попышнее, то вам еще потребуется 3-й моток. Как смотрится шапочка вот на мне, сейчас я вставлю фото, видео, и вы оцените результат. Дорогие друзья, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал, будет много полезных и интересных мастер-классов по вязанию. Итак, приступаем к вязанию данной красивой шапки с пышной резинкой двусторонней. Дорогие рукодельницы, начинаю вязать очень теплую шапку с красивой пышной резинкой и приглашаю вас вместе со мной связать такую зимнюю шапочку. Я буду вязать шапку из пряжи пух норки. Это пряжа китайского производства. Здесь моточек 50 грамм, а в нем 350 метров. Состав 80% пух норки, 20% полиамид. Пряжа идет вот с таким дополнительным моточком. И для вязания шапки потребуется 2 моточка. Я буду вязать шапку. Здесь вот видите, ниточка идет одна, а я буду вязать шапку в 4 пушистые ниточки, то есть 2 мотка я размотала и перемотала вот 2 мотка в один большой клубок, и здесь уже у меня соединены 4 пушистые ниточки, вот вы видите, и 2 дополнительных ниточки получается. И вот такая вот достаточно толстая ниточка получается. И вот остатки дополнительной нити от 2 моточков. И вязать буду я на спицах номер 6. У меня специальные спицы для вязания шапок. Вот они идут с короткой леской, очень удобны для вязания шапок. И как всегда, для начала вязания шапки необходимо связать небольшой образец и рассчитать плотность вязания. Я вчера связала образец полупатентной резинкой. У этой резинки немножко разные стороны. Смотрите, здесь вот такие вот ровные лицевые петельки, а здесь они такие немножко приплюснутые. Но смотрится такая резинка красиво с 2 сторон, поэтому шапку вы можете носить как двустороннюю. А здесь я уже постирала этот образец, вы видите, как распушилась пряжа, но после там 2-3 стирок такая вязка из пуха норки будет становиться все пышнее и мягче. Поэтому после того, как вы свяжете шапку, стирайте несколько раз, и будет красивый пушистый эффект. И перед началом вязания необходимо измерить плотность вязания. У каждого может быть разная плотность, поэтому даже если вы будете вязать как бы теми же спицами, то есть
тем же номером спиц, той же самой пряжи, у вас может быть другая плотность вязания, у вас может другой быть обхват головы, и вы будете рассчитывать под себя, сколько петель набрать для вязания шапки. Смотрите, я рассчитываю плотность вязания. Здесь у меня в 10 сантиметров 14 петель плотность вязания составляет. Но этот узор очень эластичный, он сильно растягивается в ширину. Поэтому при расчете петель необходимо, вот вы рассчитали по плотности вязания, сколько петель необходимо набрать по вашему обхвату головы, отнимайте смело 15-20%, чтобы шапочка была немножко в натяг по голове, а не болталась при носке. Итак, друзья, выполняю следующий расчет. Измерив плотность вязания в 10 сантиметров 14 петель. Далее 56 это обхват головы, 56 сантиметров умножаю на 1,4 равняется 78,4. Округляем в сторону меньшего четного числа, то есть 78 петель. Если у вас будет 79, берите 78. И от 78 я отнимаю 15%. Хотите, чтобы шапка была посвободнее, отнимайте 10%. Если хотите, чтобы была еще плотнее, отнимайте 20%. Я беру среднее значение и получаю 66 петель, которые мне необходимо набрать для начала вязания шапки. Итак, начинаю делать набор петель. Кстати, я отмерила отрезок равный тройному обхвату головы для набора петель, чтобы мне точно хватило данного отрезка. И смотрите, нить от клубка располагаю на указательном пальце, вот отрезок на большом пальце и начинаю набирать петли. Я набираю петли на спице номер 6, но набираю петли достаточно свободно, то есть я не затягиваю наборный ряд. Если у вас так не получается, можете взять спицы на номер больше, например, номер 7, или еще дополнительную тонкую спицу подкладывать, чтобы у вас наборный ряд был не сильно затянут. Итак, я набираю 66 петель плюс одну петлю буду набирать для того, чтобы соединить начальный ряд в кольцо. Итак, я набрала на спице 66 петель, дополнительно еще одну петлю набираю и теперь замыкаю ряд в кольцо. И для этого вначале я снимаю первую петлю, не провязывая, и перекидываю через нее вот дополнительную набранную петлю. Далее эту петельку можно подтянуть. И смотрите, здесь, если вы дальше продолжите вязать узором полупатентной резинки, как я покажу, вот петельный ровный краешек здесь находится с этой стороны, но будет образовываться вот узор вот такой вот более рельефный с этой стороны. Поэтому мне кажется, вот где ровные лицевые петельки, вот этот петельный краешек лучше подойдет, поэтому я разворачиваю наборный ряд. Здесь первую петельку можно назад переснять и начинаю вязать первый ряд. Ставлю маркер как начало ряда и первый ряд вяжем резинкой 1 на 1, чередуя одну лицевую, одну изнаночную петлю. И продолжаем вязать лицевая петля и изнаночная петля, лицевая, изнаночная. И так довязываем до маркера.
Заканчиваю вязать первый ряд. Здесь последнее повторение: лицевая и изнаночная петля. Переношу маркер и начинаю вязать второй ряд полупатентной резинки. При вязании по кругу во втором ряду провязываем лицевые петли, изнаночные петли снимаем с накидом и повторяем: лицевая, провязываем, изнаночная с накидом снимаем, лицевая, провязываем, изнаночная с накидом снимаем. И так выполняем этот ряд. Заканчиваю второй ряд шапки. Лицевая, изнаночная, последняя снимаю с накидом, переношу маркер и начинаю вязать третий ряд. Здесь все петли провязываем, лицевую провязываем и изнаночную вместе с накидом провязываем изнаночной. То есть очень легко запомнить: лицевая, изнаночная с накидом, провязываем изнаночной. Так как мы вяжем петли по кругу, то здесь у нас не меняются провязанные петли. Мы на них смотрим всегда с лица, и поэтому все лицевые вяжем лицевыми, все изнаночные вяжем изнаночными. Начинаю вязать четвертый ряд, и по сути четвертый ряд повторяем то же самое, что и вязали во втором. Лицевые провязываем, изнаночные с накидом снимаем, лицевые провязываем, изнаночные с накидом снимаем. И далее при вязании полупатентной резинки по кругу по сути повторяется второй и третий ряд. Во втором мы изнаночные с накидом снимаем, лицевые провязываем. В третьем ряду мы все петли провязываем лицевые и изнаночные с накидом провязываем изнаночными. И все. Таким образом я вяжу этим узором пока на высоту отворота. 9-10 сантиметров будет отворот шапки, поэтому я вяжу, не изменяя узор, до высоты 9-10 сантиметров. Итак, дорогие рукодельницы, я провязала узор полупатентной резинки на высоту отворота шапки, ну, примерно 9 сантиметров, 9-10 сантиметров нужно вязать отворот. И далее, смотрите, вот здесь вот такая вот пышная резинка с этой стороны получается, а с обратной стороны вот более ровные лицевые петельки, тоже она пышная, ну вот такая вот совсем другая получается. Если я дальше продолжу вязать, точно продолжая вот узор с этой стороны как жемчужная вязка, с этой стороны более как патентная вязка, то после того, как я буду формировать отворот, то есть шапку у меня отворот будет одним узором, а вот верхняя часть здесь вот уже другим узором. Если вы хотите, чтобы такой эффект получить, то продолжайте вязать шапку до полной высоты. Я хочу, чтобы как бы узор на отвороте и на основной части совпадал, поэтому я буду менять местами стороны. То есть поменяю местами стороны вязки, и у меня будет узор совпадать. Вот я провязала последний раз, последний ряд был провязан, когда провязываются все петли, лицевая и изнаночная с накидом. И в конце ряда я буду менять местами стороны. И в начале я вот оборачиваю последнюю нить вот так вот рабочей нитью
И видите, как укороченный ряд, для того, чтобы не было отверстия после поворота. И начинаю вязать. Теперь, когда я повернула работу, у меня вязание пойдет уже по обратной стороне. То есть эта сторона у меня будет, которая смотрит на меня, лицевая, но на ней будет формироваться вот такой узор. И также, чтобы сформировать отворот, я поменяю местами лицевые и изнаночные петли. Смотрите, здесь первая идет лицевая, я ее провязываю изнаночной. Далее изнаночной я ее провязываю лицевой. Итак, провяжу этот ряд, изменив петли местами, и со следующего ряда уже начну вязать узор полупатентной резинки. Заканчиваю ряд, в котором я изменила расположение лицевых и изнаночных петель. И вот последняя петелька, я ее провязываю лицевой. И ставлю маркер, начало-конец ряда. И далее начинаю вязать узор полупатентной резинки. Первая петля идет изнаночная, ее снимаю с накидом. Далее провязываю лицевую. Итак, изнаночную с накидом снимаю, лицевую провязываю, изнаночную с накидом снимаю, лицевую провязываю. В следующем ряду провязываю изнаночные с накидом и лицевые. И так повторяем эти два ряда. И продолжаю я вязать шапку. Вот буду измерять высоту. Можно измерять высоту от начала до конца полотна. Можно уже от узора, вот смотрите, вот у вас уже сформированный отворот, примерно 9-10 сантиметров. И вот этот вот узор, который идет далее основной части, от его начала измеряйте, шапка у вас должна получиться высотой 24-25 сантиметров. И на этой высоте далее буду формировать макушку и покажу, какие убавления делаю на макушке. Дорогие рукодельницы, я сейчас буду заканчивать вязание шапки и закрывать макушку. На самом деле я думала, что я буду вязать шапку длиннее. Сейчас у меня провязано от начала отворота до последнего ряда 30 сантиметров. Отворот у меня 9 сантиметров, и получается 21 сантиметр связана шапка. Смотрите, здесь узор на отвороте получается как с обратной стороны, и вот узор полупатентной резинки. И если мы будем выворачивать отворот, здесь он получается фиксированный, то узор на обратной стороне и на этой стороне будет совпадать. Узор полупатентной резинки хорош с двух сторон, поэтому если вывернуть вязание, вывернуть шапку, здесь тоже будет отличаться узор на отвороте и здесь, но тоже мы выворачиваем, и у нас узор на отвороте и на основной части совпадает. И сейчас буду закрывать макушку. Макушка закрывается буквально за 3 ряда, поэтому вот если вам необходимо связать шапку повыше, если вы хотите связать пышнее макушку, то вяжите основную часть еще длиннее, до высоты, до вот полной длины шапки. Получается примерно 33, можно даже 34 сантиметра. Но здесь, чтобы была основная часть связана на длину 22-23 сантиметра. У меня просто осталось совсем немножко пряжи, и я ношу шапки не слишком высокие и глубокие, то есть мне по размеру не нужна слишком глубокая шапка, поэтому я решила заканчивать вязание. И если вам потребуется шапка глубже, то учитывайте, что вам, скорее всего, потребуется и 3-й моток пряжи использовать. Итак, завершаю вязание
И после того, как был провязан ряд, в котором провязываются изнаночные петли с накидом, начинаем закрывать макушку. То есть в этом ряду мы тоже будем провязывать все петли. И здесь я начну закрывать с лицевой петли, поэтому изнаночную вот провяжу. И далее буду провязывать все петли по 2. Здесь ставлю маркер после провязанной изнаночной. И смотрите, лицевую петельку я разворачиваю и провязываю за вторые стеночки 2 петли вместе, лицевую и следующую изнаночную. Вот таким способом. Получается, убавляю все петли, по 2 провязываю, и у меня количество петель сократится вдвое. То есть у меня было 66 петель в ряду, сейчас будет 33 петли. И так как количество петель сокращается, уже можно даже взять либо спицы на длинной леске, чтобы удобно было закрывать небольшое количество петель, либо чулочные спицы примерно той же толщины. До конца первого ряда с убавлением у меня остается 2 петли лицевая, изнаночная. Вот делаю последнее убавление. И далее следующий ряд, получается второй ряд вязания макушки. Просто все петли провязываю лицевыми. Здесь я уже распределила все петли на 3 спицы по 11 петель. И завершаю вязание макушки третьим рядом. В третьем ряду 2 петли провязываю вместе за передние стеночки. Все петли по 2, одной лицевой. И количество петель вновь сократится вдвое. То есть было 33 петли и останется 16 петель, 17. И я провязала третий ряд с убавлениями, и у меня на спицах осталось 18 петель. И я решила провязать еще один ряд, убавляя все петли по 2, чтобы осталось всего 9 петель, и тогда уже буду закреплять эти петли. И провязываю петли по 2, теперь вяжу за вторые стеночки 2 петли вместе одной лицевой. И вот у меня на каждой спице останется по 3 петли. Количество петель минимальное на макушке. И теперь я буду закреплять ее. И через оставшиеся 9 петель протягиваю кончик нити. Нить я уже обрезала. И с помощью крючка можно взять иголку. Мне удобно всегда крючком закрывать макушки. Аккуратно, чтобы не потерять петельки, прокалываю сквозь них крючок и протягиваю отрезок нити. Далее протяну еще вперед на несколько петель. Можно уже затянуть, чтобы не было отверстия. И уже можно закреплять макушку. Дорогие рукодельницы, показываю вам итоговый вариант шапки. Это одна сторона. Формируем отворот. Получается вот такой узор. И вторая сторона шапка, где ровные ряды лицевых петелек. Формируем отворот. И получается вот такой пышный узор резинки. Шапку я пока не стирала. Необходимо ее постирать, чтобы распушить вязаное полотно из пуха норки. И тогда она примет свой окончательный вид. Дорогие друзья, не забудьте поставить лайк. Пишите в комментариях, как вам понравилась шапка.
И подписывайтесь на мой канал, будем вязать еще много красивых вещей. Спасибо за внимание.